Эстония, Латвия и Литва на протяжении долгого времени зависели от общей с Россией и Беларусью энергосистемы БРЭЛЛ. Однако 8 февраля они окончательно от нее отключились. Следует подчеркнуть, что десинхронизация и отключение от энергосистемы – это сложный и многоступенчатый процесс, который может серьезно повлиять на энергетическую безопасность стран Балтии. Как это отразится на жизни людей и экономике региона в целом? Этот вопрос имеет множество аспектов. Более того, ответ на него прямо указывает на то, какое будущее ждет страны Балтии, ведь электроэнергетика – это фундамент, на котором строится экономика любого современного государства. Важным фактором является и то, что страны Балтии – ключевые союзники США по НАТО в Европе. Именно поэтому это событие привлекло внимание военного эксперта Скотта Риттера, который недавно опубликовал большую аналитическую статью на эту тему. С одной из частей его работы мы уже знакомили вас в предыдущем видео, ссылка в описании. Сегодня же мы предлагаем вам другой фрагмент его статьи, в котором он рассматривает причины и последствия десинхронизации, анализирует потенциальные риски и вызовы для стран Балтии. Особое внимание Скотт Риттер уделяет техническим аспектам, экономическим последствиям и влиянию этого события на жизнь обычных людей. Итак, десинхронизация с энергосистемами России и Беларуси и полное отключение от них произошли 8 февраля. Конечно, балтийские чиновники приложили все усилия, чтобы это событие прошло без технических накладок, но это не значит, что проблем не будет. Эта мина замедленного действия может взорваться позже. Официальная цель – достижение энергетической независимости от России. Но на самом деле десинхронизация не имеет ничего общего с реальными интересами Латвии, Литвы и Эстонии. Это чисто политическое решение, выполненное по указке извне. Этот процесс сопровождался масштабной пропагандистской кампанией, которая должна была убедить население в безопасности и правильности этого шага. Людям рекомендовали не поддаваться на провокации и не слушать критику. 9 февраля был запланирован большой концерт электронной музыки «Электросимфони», который тоже является частью этой пропагандистской кампании. Концерт, конечно, платный, почему бы не заработать на актуальной теме и не дать людям повод порадоваться победе? Порой доходит до абсурда. Например, на сайте эстонского энергооператора Элеринг можно прочитать следующее. Приведет ли десинхронизация к перебоям в электроснабжении? Нет, не приведет. Мы вместе с другими странами Балтии и нашими партнерами увеличили запасы энергии. Но как это возможно? Электричество нельзя хранить на складе. О строительстве огромных аккумуляторных комплексов ничего не слышно. Да и это было бы слишком дорого, ведь самая дорогая часть электромобиля – это его батарея. Она может стоить почти столько же, сколько вся остальная машина. О строительстве гидроаккумулирующих электростанций, ГАЭС, тоже ничего не известно. ГАЭС – это гидроэлектростанция, в которой излишки электроэнергии используются для закачки воды в верхний резервуар, а затем, когда возникает необходимость, эта вода используется для генерации электричества. Более того, именно во время десинхронизации могут произойти сбои в работе собственных электростанций, поэтому в такую пропаганду могут поверить только те, кто думает, что электричество берется из розетки. В правительстве, конечно, понимают, что может случиться всякое, поэтому Рижская мэрия уже готовится развернуть сеть передвижных генераторов для аварийного электроснабжения больниц, социальных учреждений и общественного транспорта. Состоялось экстренное заседание комиссии по гражданской обороне. Сейчас для властей главное, чтобы 8 и 9 февраля прошли без проблем. Люди должны увидеть, что жить стало лучше, жить стало веселее. А если что-то пойдет не так, всегда можно будет обвинить Россию, инопланетян или китайских диверсантов. Но проблемы, скорее всего, будут... Странам Балтии невероятно повезло с погодой. После того, как они летом 2022 года отказались от российской и белорусской электроэнергии, погодные условия были идеальными для зеленой энергетики. Зимой 2022-2023 годов было много дождей, и ГЭС на Даугаве работали на полную мощность.
С 3 января собственная генерация превышала потребление на 20-60%. Впервые за много лет Латвия стала экспортером электроэнергии, вот только на розничных ценах это никак не отразилось. Август 2023 года стал одним из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений, а в октябре прошли сильные ливни. Судя по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛВГМС), осадки концентрировались в центральной части Латвии, в бассейне Даугавы. Похожая ситуация наблюдается и сейчас. Уровень воды в Даугаве немного ниже, чем в прошлом году, но погода все равно благоприятствует работе ГЭС. Кроме того, резкие перепады температур способствуют усилению ветра, что повышает эффективность ВЭС. Однако такая погода скорее исключение, чем правило. Бывают жаркие и засушливые годы, когда разница температур между водой и воздухом минимальна, что снижает эффективность ВЭС. Бывают и серые пасмурные зимы с небольшими осадками и практически полным отсутствием ветра. В такие периоды эффективность ВЭС и ГЭС резко падает. Летом ситуацию могут спасти солнечные батареи, но зимой и они бесполезны. Зеленая энергетика, конечно, это хорошо, но она может быть эффективной только в рамках большой энергосистемы, охватывающей разные климатические зоны и часовые пояса и объединенной мощными линиями электропередач. Именно свободный обмен электроэнергией между разными регионами обеспечивает стабильность и эффективность энергосистемы. Например, энергокольцо БРЭЛЛ охватывает 11 часовых поясов благодаря России. Европейская же система ENTSO-E только 2. В рамках БРЭЛЛ зеленая энергетика могла бы быть эффективной, но не в отдельно взятых странах Балтии. Даже в Европе зеленая энергетика не является основным источником электроэнергии. Западные страны – прагматики. Они думают прежде всего о своих интересах и благополучии своих граждан. Страны же Балтии действуют по принципу «назло бабушке отморожу уши». Основными источниками электроэнергии в Латвии являются ГЭС на Даугаве и теплоэлектростанции. В годы, когда зимы были снежными, а летом часто шли дожди, ГЭС производили 55-70% всей электроэнергии в стране. Когда не нужно было экономить газ и думать о квотах на выбросы, ТЭС давали 18-35% электроэнергии. В те времена Латвийская ССР полностью обеспечивала себя электроэнергией. Более того, она была частью огромной энергосистемы, охватывающей 11 часовых поясов и множество климатических зон. Сейчас же Латвия производит только 38-80% необходимой ей электроэнергии. И это при том, что в стране построены несколько ветропарков, а к 2030 году планируется довести долю зеленой энергетики до 50%. Правда, стоит отметить, что Латвия использует свои ГЭС в режиме гидроаккумуляторов. Они накапливают воду в водохранилищах в ночное время и часы пик, а затем используют ее для генерации электроэнергии в течение дня. В Эстонии же основными источниками электроэнергии традиционно являлись ТЭС, которые производили более 98% всей электроэнергии в стране. В 2017 году Эстония была единственной из стран Балтии, кто не только полностью обеспечивал себя электроэнергией, но и экспортировал ее 24% от общего объема генерации. Перейдя на зеленый курс, Эстония поставила цель к 2030 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии. В результате в 2021-2022 годах объем собственной генерации упал до 14-55% от потребления. Сегодня, благодаря ВЭС, этот показатель вырос до 70%. В среднем ветряные электростанции производят 38% электроэнергии в Эстонии. Представим себе неблагоприятный для зеленой энергетики год. Напомним, что общее потребление электроэнергии в странах Балтии в ЧВ в часы пик составляет 4100-4200 мегаватт. Собственная же генерация в эти часы 2583-2646 мегаватт. То есть в среднем импортируется около 1560 мегаватт.
Это уже опасно, поскольку общая пропускная способность 4 интерконнекторов, соединяющих страны Балтии с Европой, составляет 1875 МВт в нормальном режиме и 2200 МВт в максимальном. Однако в аварийной ситуации никто не станет перегружать линии электропередач. Более того, EstLink-1 и EstLink-2 уже сейчас работают с перегрузкой в 15-30 МВт. Получается, что если производство электроэнергии упадет всего на 400 МВт, 14%, в странах Балтии наступит энергетический коллапс. Это приведет к веерным отключениям, резкому росту цен и социальным последствиям. Наиболее тяжело придется Литве и Эстонии, где уровень потребления электроэнергии выше. Если принять потребление в Латвии за 100%, то в Литве оно составляет 186%, а в Эстонии 126%. В Латвии ситуацию могут смягчить ГЭС, которые способны работать в режиме гидроаккумуляторов. Однако у Латвии нет прямого соединения с европейскими энергосетями, а пропускной способности ЛЭП с Литвой и Эстонией недостаточно. Кстати, пропускная способность интерконнекторов – один из факторов, влияющих на цену на бирже Nord Pool. Чем она ниже, тем цена выше. В случае энергетического кризиса в балтийских странах цены на электроэнергию могут взлететь до небес. О быстром строительстве новых интерконнекторов не может быть и речи. Во-первых, такие проекты реализуются годами. Например, EstLink-3 планируется запустить только в 2035 году. Во-вторых, это очень дорого. Строительство Nordbalt обошлось в 550-580 миллионов евро, причем 200 миллионов было потрачено только на ВПТ. Стоимость Litpol-Link 370 миллионов евро, а каждый из интерконнекторов EstLink-1 и EstLink-2 стоил более 300 миллионов евро. При этом более 100 миллионов евро вкладывала сама страна, а остальное финансировал Евросоюз. Кому же выгодна десинхронизация стран Балтии с БРЭЛ и к чему она приведет? К росту цен на электроэнергию, стагнации промышленности, обнищанию населения, социальным проблемам и полной утрате независимости. Запад также рассчитывает создать проблемы для Калининградской области. Литва уже приняла решение демонтировать ЛЭП, соединяющую Беларусь и Калининградскую область. С точки зрения энергетической безопасности, это решение бессмысленно и выглядит как выполнение политического заказа. Таким образом, десинхронизация с БРЭЛ для стран Балтии – это еще один шаг к потере независимости. И шаг этот они делают добровольно. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Скотта Риттера? Поделитесь своим мнением в комментариях. Нас особенно интересует мнение жителей стран Балтии. Предлагайте темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.